Привет, Арми! Что, если бы вы завтра открыли Spotify и увидели приглашение примерно такого содержания? Избранные Арми приглашены отпраздновать эру Эрирнг с Ким Тэхёном и Чон Чингуком на частном круизном лайнере? Звучит невероятно, почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но за последние несколько часов в сети появились скриншоты и фанатские теории, предполагающие, что Spotify, возможно, планирует эксклюзивное мероприятие, связанное с эрой Эрирнг. Некоторые фанаты утверждают, что в плейлистах Spotify, связанных с BTS, появились загадочные промокоды. Другие говорят, что определенные ключевые слова, связанные с Эрирнг, незаметно стали популярными во внутренней системе рекомендаций Spotify. Это совпадение или что-то готовится за кулисами? И почему все подсказки, кажется, ведут к Тэхёну и Чингуку вместе? Вы слышали слух, из-за которого Арми по всему миру останавливают все свои дела? Неужели Чингук и Тэхён действительно готовят что-то настолько неожиданное и эксклюзивное, что лишь немногие фанаты смогут увидеть это лично? И почему Spotify вдруг оказался в центре загадки, которая, как многие считают, связана с грядущей эрой Ариран? В последние несколько часов в социальных сетях, на фан-форумах и в мировых музыкальных сообществах распространяются слухи. Слова «Тэкук», «Spotify» и «частный круиз» стали появляться в одном предложении, заставляя миллионы фанатов задаваться одним и тем же вопросом: неужели вот-вот произойдет что-то грандиозное? Сегодня вечером мы погрузим вас в эти предположения, подсказки, эмоциональные реакции ARMY и возможность того, что история BTS может снова измениться. Потому что, если хотя бы малая часть этих слухов окажется правдой, то, чему мы являемся свидетелями, может быть не просто очередным рекламным мероприятием. Это может быть один из самых интимных фанатских опытов, когда-либо созданных в истории К-поп. В центре всего этого стоят два имени, которые всегда сотрясают интернет, когда появляются вместе: Ким Тэхён и Чон Чингук, или, как их знает весь мир, Тэкук. Чтобы понять, почему эти слухи вызывают такой огромный ажиотаж, сначала нужно поговорить о Ариран, проекте, который уже начал вызывать исторический ажиотаж среди фанатов. Само слово «Ариран» несет в себе глубокий смысл. Это больше, чем просто название. Оно представляет собой наследие, эмоции и культурную душу Кореи. Для многих фанатов идея о том, что BTS или их участники могут связать свою музыку с чем-то столь символичным, как Ариран, сразу же порождает ожидания. Но когда фанаты начали замечать, что Тэхён тонко отсылает к темам Ариран через визуальные образы, намеки во время прямых трансляций и загадочные комментарии, любопытство взорвалось. Затем появился Чингук. В последние недели фанаты заметили, что его также связывали с обсуждениями Ариран через видео с репетиций, предположения о танцах и слухи о специальном выступлении. Когда два самых обсуждаемых участника BTS начинают вращаться вокруг одного и того же загадочного проекта, ARMY, естественно, задают вопросы. Теперь в дело вмешался Spotify. Хотя Spotify и раньше сотрудничал с BTS, то, что замечают фанаты сейчас, кажется иным. Несколько фан-аккаунтов, отслеживающих данные стриминга, сообщили, что плейлисты, связанные с Эрирнг, получили необычные алгоритмические бонусы. Сообщается, что некоторые плейлисты содержали скрытые описания, которые кратко упоминали эксклюзивные события, прежде чем исчезнуть через несколько минут. Скриншоты начали распространяться в Twitter, TikTok и фан-сообществах. Фраза, которая привлекла всеобщее внимание, была «частное праздничное мероприятие». Сначала многие предположили, что это может относиться к вечеринке по случаю прослушивания. Но затем в обсуждениях появилось другое слово – круиз. Круиз – настоящий частный круиз. Внезапно разговор переключился с простой рекламы на нечто гораздо более амбициозное. Действительно ли Spotify готовит плавучие мероприятия для фанатов в честь Эрирнг? И если да, то почему Тэхён и Чингук – имена, наиболее тесно связанные со слухами? Всякий раз, когда Тэхён и Чингук появляются вместе в каком-либо проекте, даже косвенно, интернет реагирует бурно. На протяжении многих лет их химия, дружба и общая история привлекали внимание поклонников по всему миру. Моменты с их участием бесчисленное количество раз становились вирусными, от закулисных видео до встреч в аэропорту.
Поэтому, когда фанаты видят возможность проведения мероприятия с участием Тэхёна и Чингука, предположения быстро нарастают. Представьте себе сценарий, который сейчас представляют многие ARMY. Ограниченное количество фанатов получает приглашение через Spotify. Они прибывают в роскошный порт. Их ждет частный круизный лайнер. Начинает играть музыка, и внезапно, появившись на палубе под вечерним небом, Тэхён и Чингук исполняют вживую песни из эры Эрирнг. Это просто мечта, созданная восторженными фанатами, или Spotify экспериментирует с чем-то, чего раньше никогда не делали в маркетинге к поп? В социальных сетях реакция была эмоциональной, шокированной и полной любопытства. Некоторые фанаты говорят, что идея отметить Эрирнг на круизном лайнере – это нечто невероятное. Кажется, это символично. Ариран издавна ассоциируется с путешествиями, тоской и эмоциональной связью. Проведение праздника в открытом море может отражать темы путешествий и общего опыта. Другие считают, что это может быть способом Spotify создать самые эксклюзивные мероприятия, связанные с BTS. А есть и фанаты, которые сосредотачиваются на эмоциональном аспекте, ведь если Тэхён и Чингук действительно появятся вместе на таком мероприятии, многие ARMY считают, что это будет мощным посланием. Посланием о том, что эра Ариран – это не просто очередной релиз, а нечто более глубокое, нечто, что прославляет музыку, наследие и связь между артистами и фанатами. ARMY известны тем, что замечают детали, которые другие могут упустить. За последние 24 часа несколько наблюдений подпитали предположения. Один фанат отметил, что Spotify недавно отслеживал партнеров по морским мероприятиям, связанным с музыкальными фестивалями на воде. Другой обнаружил, что определенные рекламные хэштеги, связанные с Ариран, ненадолго появились в тестовых рекламных кампаниях Spotify. Затем появилась, как считают некоторые фанаты, самая важная подсказка. В ходе рекламной кампании Spotify участникам задавали вопрос о том, насколько их интересуют камерные концерты с участием мировых артистов. В вопросе упоминались путешествия, эксклюзивный доступ и праздничные мероприятия. Может ли эра Эрирнг стать первым проектом, использующим эту новую концепцию? Или фанаты связывают воедино то, что никогда не должно было быть связано? Если слухи верны, то символика будет поразительной. Круизы символизируют путешествие. Эрирнг символизирует эмоциональное путешествие. Музыка символизирует связь. Привлечение фанатов на воду для празднования может превратить обычное рекламное мероприятие в общее воспоминание, которое останется навсегда. Представьте тысячи огней, отражающихся в океане. Представьте глубокий голос Тэхёна, эхом разносящийся по ночному воздуху. Представьте Чингука, выступающего под звездами. Для многих ARMY даже сама возможность такого сценария кажется волшебной. Аналитики индустрии также видят другую возможность. Стриминговые платформы постоянно ищут новые способы углубления отношений между артистами и фанатами. Эксклюзивные физические мероприятия могут стать следующей ступенью развития стриминговой культуры. Вместо простого прослушивания музыки онлайн, фанаты могли бы получать приглашения за достижение определенных показателей прослушивания, вовлеченность в плейлисты и участие в мероприятиях. Если бы Spotify запустил подобную программу с такими влиятельными артистами, как Тэхён и Чингук, это могло бы полностью изменить подход к продвижению музыки во всем мире. И эра Эрирнг могла бы стать идеальным моментом для ее тестирования. Пока ни Spotify, ни представители BTS не подтвердили слухи. Но иногда молчание порождает еще больше любопытства. Фанаты помнят множество прошлых анонсов BTS, которые держались в секрете до последнего момента. Неожиданные релизы, неожиданные коллаборации, скрытые тизеры. Благодаря этой истории ARMY знают, что все возможно. Может ли это стать одним из самых легендарных событий для фанатов BTS? Если частный круиз станет реальностью, он может войти в историю BTS не из-за роскоши или эксклюзивности, а из-за своей интимности. Момент, когда музыка, артисты и фанаты делят одно пространство вдали от хаоса мира. Слышен лишь шум волн, мерцание огней и голоса Тэхёна и Чингука, исполняющих песни из Эрирнг.
Но пока остается вопрос, являются ли эти слухи просто результатом бурной фантазии фанатов, или же мы наблюдаем первые намеки на историческое сотрудничество Тим Кука и Spotify, которое может изменить представление о музыкальных праздниках в будущем? Слухи вокруг загадочного праздника Эрирнг с участием Тэхёна, Чингука и Spotify появились не на пустом месте. Чем глубже фанаты копали, тем больше необычных закономерностей они замечали, и каждая новая подсказка, казалось, порождала еще больше вопросов, чем ответов. Почему Spotify вдруг решил поэкспериментировать с таким камерным мероприятием для фанатов именно сейчас? Почему это связано с проектом, столь культурно значимым, как Эрирнг? И самое главное, почему каждая теория так или иначе возвращается к Тим Куку? Потому что если это действительно начало чего-то большего, то, что сейчас видит ARMY, может быть лишь поверхностью гораздо более масштабного плана. Поздно вечером вчера фанаты-исследователи, которых часто в шутку называют FBR ARMY, начали анализировать активность Spotify, связанную с BTS. Их открытия добавили еще один слой к загадке. Сообщается, что несколько плейлистов, посвященных корейской культуре, были обновлены с незначительными визуальными изменениями. На первый взгляд ничего драматичного, но в оформлении и описаниях были скрыты небольшие намеки, связанные с мотивом Ариран. Некоторые плейлисты содержали фразы, отсылающие к путешествиям, праздникам и эксклюзивным впечатлениям от прослушивания. Эти фразы исчезли через несколько часов, но скриншоты уже распространились по всему фандому. Время появления этих фраз вызвало подозрение, поскольку всего несколько дней назад Тэхён в ходе непринужденного общения с фанатами упомянул, что его что-то волнует по поводу Ариран. Он не раскрыл подробностей, но тон его сообщения был очевиден. В воздухе витало тихое предвкушение, и этого было достаточно, чтобы ARMY начали складывать пазл. Затем появился Чингук. В сети начал распространяться короткий ролик, снятый, судя по всему, на репетиции. На заднем плане были слышны едва различимые инструментальные ноты. Фанаты быстро замедлили звук и заявили, что мелодия похожа на модернизированную версию Эрирнг. Совпадение ли это, или Чингук уже готовил что-то, связанное со слухами о предстоящем праздновании? Слухи разгорелись в мгновение ока. В Twitter, TikTok, сообществах Уиверс и на глобальных форумах одна и та же фраза стала постоянно набирать популярность – выступление Эрирнг. Но на этом разговор не остановился. Фанаты также вспомнили о том, с чем Spotify уже экспериментировал раньше – эксклюзивные мероприятия для фанатов, связанные с достижениями в стриминговых сервисах. В предыдущих кампаниях Spotify иногда предлагал приглашение на частные прослушивания, посещение студий или небольшие живые выступления, предназначенные для самых преданных слушателей. Поэтому, когда фраза «частное торжество» появилась рядом с плейлистами Эрирнг, фанаты сразу же задались вопросом, не расширяется ли эта концепция в гораздо большем масштабе. Круизное мероприятие идеально бы подошло. Представьте себе ситуацию, когда фанаты, которые чаще всего слушали Эрирнг, получали бы секретные приглашения. Представьте мероприятие, на которое могли бы попасть только избранные слушатели. Представьте, как Тэхён и Чингук выступают в обстановке, далекой от традиционных концертных площадок. Одна только эксклюзивность стала бы сенсацией во всем мире. Но есть и другая причина, по которой фанаты считают, что этот слух может быть правдой. Недавние визуальные истории, связанные с Тэхёном и Чингуком, наполнены образами океана. Некоторые фанаты указывали на фотосессии Тэхёна с открытой водой и закатом. Другие ссылались на выступление Чингука с синим освещением и волнообразными сценическими декорациями. Отдельно эти детали могут ничего не значить. Но вместе они создают повествование, которое фанаты не могут игнорировать. Путешествие, пересечение, торжество, связанное с чем-то более глубоким, чем просто выпуск музыки. И когда в разговор вступает слово «Ариранг», эти темы приобретают еще большее значение. Исторически «Ариранг» часто интерпретировалась как песня об эмоциональных путешествиях, о расставании, тоске и, в конце концов, возвращении. Может ли этот символизм влиять на то, как представляется эра Ариранг? Некоторые фанаты так считают.
Они полагают, что предполагаемое круизное мероприятие может быть не о роскоши или зрелище, а о повествовании, физическом воплощении эмоционального путешествия, которое представляет собой Ари-ранг. Если эта теория верна, то присутствие Тэхёна и Чингука имеет смысл. Оба артиста известны тем, что выражают глубокие эмоции через музыку. Душевный тембр голоса Тэхёна и мощный вокал Чингука часто создают моменты, которые кажутся очень личными даже на огромных сценах. А теперь представьте ту же эмоциональную энергию в гораздо меньшем масштабе. Вместо десятков тысяч фанатов на стадионе представьте себе ограниченную группу, стоящую на палубе корабля под ночным небом. Никаких масштабных сценических эффектов. Никакого оглушительного шума. Только музыка, приветствие и голоса. Одна только мысль об этом уже растрогала многих фанатов. Некоторые ARMY в интернете признались, что даже сама возможность стать свидетелем подобного события кажется им сном. Другие говорят, что эта идея точно отражает то, что делает BTS особенными, постоянные попытки установить связь с фанатами новыми и значимыми способами. Тем не менее, скептицизм сохраняется. Не все верят слухам. Некоторые фанаты предупреждают, что эти подсказки могут быть просто совпадениями, усиленными ажиотажем вокруг эры Эрирнг. В конце концов, в интернете уже появлялось множество теорий, которые оказывались всего лишь домыслами. Но есть одна деталь, которая продолжает подогревать любопытство. Spotify хранит полное молчание. Ни опровержение, ни подтверждение. Просто тишина. А в мире развлекательного маркетинга молчание иногда может быть самым громким сигналом из всех. Тем временем ARMY продолжают искать ответы. Некоторые из них отслеживают плейлисты Spotify час за часом. Другие изучают расписание морских мероприятий в крупных городах, которые потенциально могли бы принять такой круиз. В обсуждениях фигурировали такие названия, как Пусан, Сеул, Токио и Сингапур. Каждый из них имеет символическое значение и инфраструктуру для мероприятия такого масштаба. Но до официального подтверждения каждая теория остается лишь теорией. Однако даже теории обладают силой. Они объединяют фанатов. Они вызывают ажиотаж. Они напоминают миру, насколько огромным стало глобальное сообщество BTS. И прямо сейчас это сообщество объединено одним простым вопросом. Собираются ли Тэхён и Чингук пригласить ARMY на самое камерное празднование эры Эрирнг? Или фанаты становятся свидетелями одной из самых захватывающих загадок, которые фандом видел за последние годы? Ответ может появиться внезапно, через загадочный тизер, уведомление в Spotify или неожиданное объявление, которого никто не ожидает. Но если слухи верны, одно можно сказать наверняка. В тот момент, когда правда откроется, весь мир будет наблюдать. И где-то на горизонте, под небом, полным музыки и возможностей, история Тэкука и Ариран, возможно, готовится отправиться в плавание. Чем глубже разворачивается эта история, тем больше глобальное фандомное сообщество начинает чувствовать, что за кулисами может происходить нечто необычное. То, что сначала казалось простым фанатским слухом, теперь превратилось в масштабное онлайн-расследование. Миллионы ARMY теперь задают один и тот же вопрос с возрастающей интенсивностью.